Притча про ангела-хранителя. «Здравствуйте, хранитель, я за назначением». «Новенький?» – послышался ворчливый голос хранителя. «Ты от этих земных штучек отвыкай, и чем скорее, тем лучше». «Я? А что?» – удивился ангел. «Ты кому здравия-то пожелал?» «Тут живых-то нет», – усмехнулся хранитель. Но тут же сменил тон на серьезный. «Проинструктирован?» «Ну, ясно, значит, мимо ушей все. С кем приходится работать?» Опять заворчал хранитель. «Значит так, самое основное спасаем 3 раза. 3. Запомнил? Поэтому ориентируйся по обстановке. Видишь, что человек без тебя выкарабкается, так не лезь лишний-то раз, понял? Я тут тебе неплохой материал подобрал. Если ничего не напортишь, так до 80 лет доживет твоя подопечная». «А как я узнаю, когда вмешиваться?» Хранитель рассердился. «Я за тебя работу, что ли, делать буду? Давай вперед, да и самое главное уясни. В чужую судьбу не лезть. Вот прямо перво-наперво запомни, не вмешиваться». «Нужно больно», — подумал ангел, — «тут со своей бы подопечной не сплоховать». Хранитель горестно вздохнул, зная наперед все ошибки новичков. Ангел заглянул в детскую кроватку и облегченно вздохнул. Малышка сладко спала, улыбаясь во сне. Слезы еще не успели высохнуть на пухлых щечках. Кажется, в этот раз его помощь все-таки не потребуется. Несколько капель лекарства спасли ребенка от этих жутких колик, будь они неладны. Еще несколько минут назад малышка так надрывно плакала, что ангел уже было подумал, что его время пришло. Нервная работенка, да, но постепенно к детским болезням ангел привык. Благо, мама его подопечной попалась адекватная. Он с благодарностью вспомнил хранителя. Наверное, все-таки новичкам сложные случаи не подбрасывают. Нет, рано он подумал об этой барышне хорошо. Но вот зачем она потащила 3-летнее дитя на море, одна, в плацкарте и с пересадками? Если бы ангел мог, он бы посидел еще в метро на этом жутком эскалаторе. В вагоне метро не удержался, оттолкнул руку какого-то неприятного типа от сумочки с деньгами и виновато оглянулся по сторонам. Имел ли он полномочия так поступать? Первые дни на море ангел нервничал, потом успокоился. Мама подопечной отлично справлялась с ее защитой. В холодную воду не тащила, опасные продукты не покупала, без присмотра не оставляла. В такие моменты он чувствовал себя не слишком-то нужным. В тот день были сильные волны. Впрочем, некоторые все-таки умудрялись купаться, не желая упускать ни единой минуты своего долгожданного отпуска. Подопечная с благоразумной родительницей сидела под навесом, сосредоточенно раскладывая на покрывале ракушки и красивые камушки. На волнах с хохотом прыгали отчаянные подростки, но море становилось все яростнее, волны все выше, и дети, наконец, оставили свое опасное занятие. Родительница, поглядывая на усиливавшийся шторм, начала собирать вещи. И тут ангел заметил, что в воде остался еще один ребенок, белокурый мальчик лет 10, который торопливо плыл к берегу. Но волна уже поднималась. Он не успеет. Спасти? Но ведь нельзя, это чужой подопечный. Времени на рассуждение не оставалось. Ангел накрыл собой ребенка, и волна испуганно отступила. Он тут же оглянулся на свою подопечную. Но все было спокойно. Ребенок шагал за руку с мамой по направлению к парку. «Вот скажи мне, ты глухой али глупый?» Хранитель был раздражен. «Я тебе говорил не вмешиваться. Говорил? Что плохого я сделал? Ведь никто не пострадал. В чем виноват ребенок?» «Виноват тоже мне.
Вот поработаешь с мое, забудешь такие слова. Есть правила, не дураками придуманные. Иди и в следующий раз меньше по сторонам смотри, понял?» Ангел не ожидал такого радушного приема. Да, он нарушил правила, но он спас жизнь мальчика. Где вообще был его ангел? «Надеюсь, этому лентяю хотя бы попало сильнее меня», – подумал ангел. Малышка росла, ангел был рядом с ней каждую минуту. Дважды ему приходилось вмешиваться в судьбу подопечной, которая выросла, вышла замуж и родила 2 сыновей. Один раз он уберег ее от неуправляемого автомобиля, второй – от смерти во время тяжелых родов. Ангел волновался, ведь его подопечной было всего 34, а осталась только одна возможность спасения. Много это или мало? Он постоянно думал о том, что, возможно, автомобиль успел бы свернуть, или врачи справились бы и без его помощи. Кажется, именно такие мысли наполняли разум ангела, когда он сопровождал молодую женщину поздним зимним вечером, когда в темном переулке показался мужчина, и в руке у него что-то блеснуло. Ангел напрягся. Но он был спокоен, ведь осталась еще одна возможность спасти подопечную. Женщина вскрикнула, увидев нож. Мужчина усмехнулся и сказал: «Ты не сможешь ее защитить, только смотреть». «Кто вы?» «Я не к тебе обращаюсь, к нему». И ангел понял, что каким-то образом мужчина его видит. И самое ужасное, он узнал лицо насильника. Хотя в последний раз ангел видел его 10-летним мальчиком, спасающимся от волны. Те же белокурые кудри выглядывали из-под шапки, а вот взгляд пронзительно-синих глаз изменился. Как мог тот мальчик вырасти в убийцу? Ангел заслонил собой женщину, но тут же почувствовал, что не может дать ей защиту. Но как же правило? «Спасаем 3 раза», так говорил хранитель. Мужчина подходил ближе. Женщина словно оцепенела. Она не могла двигаться и кричать. Ангел судорожно думал, мысленно призывая хранителя, но ответа оттуда не последовало. Возможно, спасая в тот раз ребенка, он отдал ему 3-ю возможность защиты своей подопечной. Что же теперь делать? Что там написано в инструкции? Ангел вспомнил, как когда-то, совершенно не понимая, как он это сделал, он оттолкнул руку воришки от сумки с деньгами. Но несколько попыток проделать то же самое с мужчиной провалились. Власти над ним не было. Наконец ангел посмотрел наверх, и в голове у него прояснилось. Отлично! Он взмыл воздух, сосредоточившись только на одной мысли – ударить. Ах, какое счастье, что в этот день уборочная служба не успела снять эту гигантскую сосульку с навеса. «Ловко», – хранитель усмехнулся. «То есть вы не будете меня ругать за то, что я убил человека?» А его и не должно было быть. Как можно наказывать за убийство того, кого уже давно не должно было быть на земле? Ангел надолго задумался. Потом, наконец, спросил, почему в тот раз никто не спасал его от волны? Правильный вопрос. Хранитель хитро подмигнул. Видишь, какое дело? У таких людей не бывает ангелов. Не положено гнилые душонки охранять. Зато, как ты мог убедиться, сами они вас видят, злятся, мстят, иногда сами не знают за что. А почему я не смог заслонить ее от беды в 3-й раз? Ведь была же 3-я возможность. Неужели я потратил ее на него? А вы, ангелы, перед такими людьми бессильны. Если вот только сосулькой долбануть, улыбнулся хранитель. И то не каждый догадается. Но, то есть я смогу спасти ее еще раз? Почему 1? Да хоть 100 раз спасай. Но инструкция. Вы же мне сами говорили, что спасаем 3 раза. Хранитель громко засмеялся.
Вот вы, новенькие, все такие забавные. Уверен, что ты совершенно не помнишь свой инструктаж. Это потому, что нет никаких инструкций. А про 3 раза я тебе говорил, чтобы ты на каждую мелочь-то со своей помощью не бросался. Люди, понимаешь, должны своей жизнью жить, делать ошибки и выводы из них, понимаешь? А мы уж крайняя мера. А новички со своей гиперответственностью всю соломкой застилают, растлевают душу-то. Так-то. Но про неприкосновенность чужой судьбы это я тебе серьезно говорю. Все-таки правила? Вот бестолковый. Совет.